Привет! На моем смартфоне есть умные жесты. Если кто не знает, это возможность проведения пальцем от края экрана к центру, после чего вас возвращает на предыдущую страницу. Давайте я покажу. Итак, зайдем в какое-нибудь приложение, допустим, часы. И теперь пройдем от края экрана к центру, отпустим и вернулись на предыдущую страничку. Зайдем еще раз, пройдем от другого края к центру, отпустим и вернулись на предыдущую страничку. При этом, если мы зайдем в этом приложении еще на какую-то вложенную страничку, мы можем также воспользоваться этим жестом и вернуться на предыдущий экран. Вдохновившись этими жестами, я решил повторить их в вебе. Это хорошая фича, которая могла бы улучшить UX. Что-то новенькое, что-то, к чему, возможно, мы еще не готовы. Но обо всем по порядку. Ознакомиться с реализацией можно на моем GitHub. А сейчас я покажу все возможности, что я постарался воплотить. У нас есть две области по краям экрана, в которых мы прослушиваем событие Touch. Когда срабатывает событие, мы определяем, в какую сторону пользователь ведет палец. Если пользователь провел в одну сторону больше, допустим, 20 пикселей, тогда стрелка выезжает. Она принимает состояние Active. Также устройство издает небольшую вибрацию, которая помогает понять, что сработало действие. С этого момента, если пользователь отпустит палец с экрана, мы можем выполнить наше действие, например, вернуться на предыдущую страницу. Если пользователь не прерывал касание и продолжает двигать палец в том же направлении, то стрелка плавно продолжает движение в том же направлении. Также она реагирует на движение вверх и вниз. Еще одна клевая возможность. Если пользователь начал умный жест, а потом передумал, либо у него вышло это случайно, есть возможность отменить это действие. Необходимо просто, не отпуская палец, провести в противоположном направлении. Тогда стрелка скроется и никакого действия не выполнится. Тут, конечно же, есть некоторые нюансы. Например, если пользователь сделал этот жест случайно, то его перекинет назад. Есть варианты, как с этим можно бороться. Например, можно уменьшить область взаимодействия, либо уменьшить чувствительность активации стрелки. Чтобы максимально решить эту проблему, я думаю, нужно нанять UX-специалиста и проводить исследования. Но зачем, если Google уже работает в этом направлении? Погодите, Google? А он тут при чем? А вот тут он и успел нам насолить. Дело в том, что в Chrome существуют умные жесты с 2013 года, а жесты по возврату на предыдущую страницу с 2020, насколько мне известно. Так вот, когда я отключил свои жесты, нативные в смартфоне, они на лету включились в Chrome. Получилось вот что. Окей, не подходит. Я прошерстил много информации на этот счет. Оказалось, что раньше можно было отключить эту возможность через флаги, но сейчас убрали. Получается, нас никто не спрашивает. На вашем смартфоне нет умных жестов, мы вам их подарим. Хотите того или нет. Наверное, подумали в Google. Я считаю это не особо хорошим решением. Такие фичи должны быть опциональны в использовании. А сейчас, получается, нам это навязывают. А как быть все-таки пользователем, которым необходимо что-то горизонтально свайпить, причем прямо от края экрана? Что же это может быть? Ну, например, слайдер во всю ширину или что-нибудь еще. Беда. Что же делать? На самом деле решение есть. Но для начала я хочу показать вам пару демок и попытаться воспроизвести проблему. Итак, пробуем. Первая демка это Swiper Slider. Это его же демка, Full Screen Slider. Проблема у нас была в том, что мы свайпим от края экрана к центру, и у нас появляется поведение браузера. Это вот здесь вот стрелка навигации, встроенная в Chrome. Пробуем. Ага. Видим, что стрелки не появляются. Окей. Может, попробуем в самый конец? Тоже ничего. То есть стрелка не срабатывает. Итак, следующая демка Splite.js. Пробуем свайпить от края экрана. Стрелка не появляется. Также попробуем в конце.
тоже. То есть стрелки встроенной в Chrome нет, она не появляется. К чему эти демки? Если все работает, значит проблемы нет, ведь так? Не совсем. Плагины такого уровня уже встречались с этими проблемами и решили их. У них большое комьюнити, сосредоточенное на определенной функциональности. Но не факт, что такое же поведение будет и в других плагинах. Я просто хочу сказать, что нам необходимо учитывать эти проблемы, когда мы используем готовые плагины или пишем что-нибудь свое. Что ж, пришло время разобраться с возможными решениями. CSS-свойство Touch Action. Это такое свойство, которое говорит браузеру, для каких действий он может применять свое поведение по умолчанию. Что это значит? Давайте я покажу. Например, у нас есть блок, в нем контент и прокрутка. В данном случае браузер может обработать событие Touch по оси X. Открою Device Toolbar и попробуем. Да, жесты работают. Мы можем сказать браузеру, чтобы он обрабатывал только события движения по оси Y, то есть вертикальную прокрутку. Зададим свойство Touch Action значению pan Y. И уже прокрутка по горизонтали не работает. Браузер игнорирует это действие. Но если мы зададим свойство Touch Action значение pan X, тогда браузер снова будет обрабатывать это событие. Но только по оси X. Все остальные будет игнорировать. Другое демо. У меня лежит ссылка внутри body. Я задал margin 0 auto, чтобы она была по центру, а body навесил height 100 VH и display flex. В момент свайпа влево или вправо срабатывает браузерное поведение, то есть возврат на предыдущую страницу или же закрыть вкладку. Так как я перешел по ссылке, жест вернет меня на предыдущую ссылку. А еще один жест предложит закрыть вкладку Chrome. Но я откажусь. Также свайп вверх или вниз. Но вверх ничего не происходит, а вот вниз можно обновить страницу таким жестом. Если body задать свойство Touch Action в значении pan X, сохраняю, то браузер будет по-своему обрабатывать только горизонтальное движение. А вот свайп вниз уже не будет обновлять страницу. Так как мы можем решить нашу проблему? Стрелка, которая всплывает в Chrome, это поведение браузера, а свойство Touch Action как раз таки может контролировать это поведение. Итак, сейчас у нас вот такое поведение. Я перехожу по ссылке, вызываю умный жест, и у нас срабатывает мой жест и браузерный. Что мы можем сделать? У меня есть два элемента side left и side right, и они лежат в элементе smart back. Поэтому я могу задать этому элементу свойство touch action в значении pan y. Таким образом, браузер не будет обрабатывать события по горизонтали, и стрелка хрома срабатывать не будет. При этом обратите внимание, если бы я не указал значение именно pan y, то при свайпе вниз мы бы не смогли обновить страницу. Это поведение мы не заменяем своим, поэтому оно должно работать как и раньше. Предотвращение поведения по умолчанию в JavaScript. Если приложение использует событие касания, то необходимо сначала отключить обработку жестов браузером, вызывая Prevent Default в обработчиках Touch, и дополнительно указывать CSS-свойство Touch Action, которое будет говорить браузеру о своих намерениях до того, как будут вызваны какие-либо прослушиватели событий. Итак, что же использовать? Если вам нужно просто отключить событие Touch на каком-то элементе, например, тот же пример с прокруткой блока, вы просто используете это свойство и все. А вот если вам нужно слушать такие события, как Touch Start, Touch Move, Touch End, и вы понимаете, что можете случайно вызвать ненужное вам поведение браузера, тогда в нужном обработчике вызывайте Prevent Default. Еще есть такое CSS-свойство Overscroll Behavior.
Не хочу заострять на нем внимание, так как с поддержкой плохо. Оно абсолютно не работает в Safari, но хочу сказать, что это довольно-таки интересное свойство. Оно работает хоть и с своими особенностями. Кому интересно, я оставлю ссылку на хорошую статью, в котором описана работа свойства Overscroll Behavior. Круто. У нас получилось избежать навязанной фичи в Chrome. Теперь мы можем делать что угодно. Задать свою стрелку, свою анимацию, свое действие по выполнению умного жеста. Главное помнить, что, скорее всего, большинству пользователей это непривычно, а кому-то может даже мешать пользоваться вашим приложением. Поэтому с этой фичей нужно быть осторожным. Лучше добавить ее пользователю в виде подсказки. Появилась возможность включить умные жесты в нашем приложении. Чтобы ознакомиться, кликните сюда. Дайте пользователю попробовать это все. Если ему понравится, можете включить эту фичу для всего приложения. Также не забудьте добавить возможность отключения этой фичи, если пользователь передумает. На этом у меня все. Развивайтесь, экспериментируйте. С вами был Frontend Sensei. Увидимся.